Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. Сегодня я с вами поделюсь очередной тактикой прохождения 120-го боя. В данном бою мы будем использовать 2 бронзовых и 1 золотую карту, и это будет классический Скорпион. Как вы видите, на 2 бронзовых персонажей даже нет снаряжения, но оно нам и не понадобится. Также аналогом по замене классическому Скорпиону может быть Скорпион Инферно. Начальную идею прохождения 120-го боя я подсмотрел на канале Силикончик. Проходя этот бой, к сожалению, он не смог выстроить и рассказать четкую тактику с прохождением данного босса. Но я исправил этот недочет, обдумал и выстроил всю цепочку стратегии и тактики, с которой с вами поделюсь. Ссылочку на канал Силикончика вы найдете в описании. Прохождение 120-го боя будет разбито на 3 части, каждую из которой мы подробно рассмотрим все нюансы и основные моменты, которые там важны. Ну а мы переходим к тактической части и рассмотрению первого этапа. На первом этапе прохождения босса главная задача первым победить Скарлетт Холодная война. Нам это нужно для того, чтобы у противника осталось всего лишь 2 персонажа. В начале боя я пожертвовал монаха, для того, чтобы у моих персонажей была 1 шкала энергии. Но я не советую начинать бой именно так, а лучше всего поставить Скорпиона в первый слот и начинать бой с него. Для того, чтобы развитие боя было более предсказуемо и контролируемо. А сейчас мы с вами рассмотрим 2 вариации использования Скорпиона Классика и Скорпиона Инферно. Используя Скорпиона Классик, вам необходимо как можно быстрее и как можно больше нанести урона по Скарлетт Холодная война, для того, чтобы у нее количество здоровья было меньше, чем у других персонажей противника. Благодаря этому, используя Скорпиона Классик и применяя спецприем 1, будет срабатывать его пассивная способность, и он будет вытягивать обратно Скарлетт Холодная война в бой, даже если команда противника будет производить смену. А теперь рассмотрим варианты, если вы будете использовать Скорпиона Инферно. Вам также необходимо поставить Скорпиона Инферно в первый слот и начинать бой с него. Также максимально быстро накопить энергию на спецприем номер 1 и постоянно оглушая Скарлетт Холодную войну, вам необходимо победить Скарлетт и перейти на 2-й этап боя. Второй этап боя начинается с момента, когда вы победите Скарлетт. И тут вам придется слегка изменить тактику и действовать следующим образом. После того, как будет произведена смена персонажей противника, и если это будет первый Скарлетт МК-11, вам необходимо произвести замену на тех персонажей, которые мы отдадим в жертву. И в данном случае, для наглядности, это будут бронзовые персонажи. Это нужно сделать для того, чтобы у вас остался 1 персонаж из всей команды. И это должен быть ваш основной персонаж. Из-за пассивной способности Шансунга МК-11, которая также распространяется на Скарлетт МК-11, при добивании противника Скарлетт МК-11 будет излечивать себя на 30% от максимального количества здоровья. Но также есть один нюанс. При добивании последнего персонажа противника пассивная способность излечения не срабатывает на последнем добивающем противнике. И таким образом мы не будем давать лечиться персонажам противника.
Обратите внимание, в данном бою я не успел пожертвовать своего второго персонажа и слишком рано использовал спецприем номер 1. Так как у Шансунга было здоровье меньше, чем у Скарлетт, пассивная способность Скорпиона Классика сработала, после чего он сначала добил Скорпиона Классического и вылечил свое здоровье до максимального значения, а потом добил последнего моего бойца. Если у вас произойдет подобная ситуация, вам необходимо нажать на паузу и нажать выход из боя. И таким образом вы потратите одну попытку, но откатите значение здоровья Шансуна на то количество, которым она была на начало боя. На второй фазе боя вам следует как можно быстрее пожертвовать двух своих персонажей до тех пор, пока Скарлетт МК-11 не произвела замену на Шансунга МК-11. И после того, как вы пожертвуете двух своих персонажей, если здоровье Шансуна ниже, чем у здоровья Скарлетт, вы смело можете использовать спецприем номер 1 на классическом Скорпионе и тут же вытянуть в бой Шансуна. Если вы используете Скорпиона Инферно после того, как вы пожертвовали двух своих персонажей, вам необходимо дождаться, когда Скарлетт МК-11 поменяется на Шансуна МК-11. И в тот момент, когда Шансунг будет использовать превращение, использовать спецприем номер 1. И это гарантированно дает возможность оглушить Шансуна и эффективно продолжить атаку, играя через непрерывную серию и использование спецприем номер 1. Для того, чтобы перейти на третий этап прохождения данной битвы, вам необходимо победить Шансуна и также изменить свою тактику. В последующих боях вам необходимо переставить Скорпиона Классика либо Скорпиона Инферно в первый слот и ни в коем случае не жертвовать своими персонажами, чтобы не лечить Скарлетт МК-11, а с самого начала атаковать Скарлетт и наносить по ней максимально возможный урон. Для более комфортного и стабильного прохождения третьего этапа сражения я выбрал Скорпиона Инферно, используя комбо и непрерывную серию через первый спецприем, постоянно оглушая Скарлетт и не давая ей меня контратаковать. В завершении рассказа о тактике я хотел бы вам дать один совет. Для более легкого и комфортного прохождения первого и третьего этапа данной битвы лучше использовать Скорпиона Инферно. Благодаря постоянному оглушению враг не сможет вас контратаковать, а также производить смену персонажа. Ну и на этом это была вся тактика, которую я вам хотел рассказать.
Ну что, друзья, давний стереотип разрушен, и я на деле доказал, что в Mortal Kombat Mobile нету бесполезных карт, а есть лишь только те карты, которые вы не умеете использовать. Ну а я дальше продолжу играть в Mortal Kombat Mobile и делиться с вами новыми видео. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий, понравился ролик, поставь лайк, очень понравилось, подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.